Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаем с вами встречи с духами, голосовые рассказы зрителей. Я раньше при вас включала, слушала, потом, увидев, сколько абсурдной фигни льется со всех щелей, я поняла, что я просто теряю время. Потому что там есть такие вещи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к мистике или к миру духов. Поскольку Яна их не слушает, просто они отправляют, это мистика. Вот, кидает в форум. И там всякая фигня. Вот ночью собака там во сне заскулила. Как вы думаете, что это такое? Это бесы, что ли, ходили? Ну, в общем, всякую хрень. Я же не буду сейчас вот эту хрень обсуждать и тратить на это время. Естественно, когда я начала включать и поняла, что мне надо переснимать несколько раз, я просто решила, что я просто выберу именно мистические истории и буду обсуждать. Кроме всего прочего. Значит, пожалуйста, всяким колдунякам не нужно отправлять свою саморекламу под видом мистических историй. Вы хитро сделанные, а я более хитро сделаннее вас. Вы не думайте, что здесь идиоты сидят и не понимают, о чем речь. Каких-то кладбищенских бесов нацепили, какие-то знакомые ведьмы сняли. Знаете что? Здесь не место, не контора вашей рекламы. И не будет никогда. Мой канал познавательный, исторический, семейной психологии, это вообще психологии человека. Обсуждаем темы мифологии, этнологии, поверьев, там, различных, значит, ритуалов народов мира. Ритуалы народов мира, работы, которые даны людям для устройства своей жизни, беседы человеческие и много другое. Но мой канал не место для рекламы аферюк, понимаете? Не было и никогда не будет. Идите рекламируйте себя в других местах. Здесь я ведьма, других нет. Лично на моей территории вот здесь я. Других не существует. Может, они есть где-нибудь, естественно, допускаю, есть. Но здесь никого не будет. Поэтому, тем более, что там ведьмы и не пахнет. Слушать эту хрень ни мне неприятно, ни зрителям. Так что будьте любезны, не отправляйте. Я все равно эту фигню выставлять не собираюсь. Я буду выставлять на самом деле истории, связанные с миром духов. Все остальное сюда не попадет. Итак, начнем. Здравствуйте. Так, ну как я написала, меня зовут Нургуль, я из Казахстана, мне 49 лет. Это моя мистическая история. В общем, по жизни я человек-одиночка. Ну, у меня был такой случай, ну, это по жизни у меня идет. У меня был мужчина, мы с ним познакомились в 2013 году, в декабре. На первую же встречу у меня ноги прям не шли, но подруга меня уговорила. Ну, я и пошла. Изначально все как-то было преграды, потом он через 3-4 звонка пропал. Ну, я подумала, ладно, наверное, не понравилось. И в один прекрасный день меня вырубил дома весь полностью в доме свет, и пришлось идти в энергосервис, и назад уже надо было ехать с электриком вместе. И как раз он был на машине, я решил позвонить к нему. Я позвонила, он приехал, и так вот и помог. И дальше стали общаться. Так вот у меня по жизни, у меня сейчас никого нет. Дальше, ну, мы общались, оказывается, в общем, в итоге я забеременела от него, ну, хотя мы строили планы, да, быстро он меня познакомил со своими родителями, а как он узнал, что я забеременела, он что-то сразу отказался. И все 8 месяцев беременности, я на 8 месяцев беременности родила кесаревым. Он все время во время беременности выводил меня на истерики, издевался, в общем, уехал в другой город. И вот о чем я хочу сказать, всегда, когда я с ним разговаривала, именно только с ним это началось. По телефону был слышен такой страшный звук. Это шум, какой-то скрежет, какой-то, как в этих страшных фильмах ужасов. И потом пропадал этот звук.
И он меня спрашивает, а что ты молчала? Я говорю, у меня какой-то шум был. И он там смеялся, это, наверное, мои шайтаны, говорит. А он мне как-то еще рассказывал, что он, когда ехал там в степи, ну, он там, у него такси, из-за этого, и когда ехал, говорит, один в салоне, а там он видит на заднем окне, по зеркалу он видел, что на заднем сиденье сидел какой-то этот рогатый. Ну, я посмеялся, как-то внимание не обратил на это. Но у него есть вот это вот, по-моему. И это как-то... У меня с другими никогда такого не было, с другими людьми. Только с ним такой вот этот шум происходил. В итоге я родила дочку. Одна, воспитываю, одна уже 10 лет, она у нее ДЦП, инвалид с детства, не разговаривает. Еще такое со мной было, когда я отдала дочку в центр дневного пребывания, это центр развития, особенно деток. И я с этим директором этого центра тоже разговаривала по телефону. В первый же день у меня этот шум пошел. И я что-то сразу, это был для меня какой-то знак, и я подумала, ой, что-то не получится, наверное, с этим центром. Точно. И я с ним там вдребезги разругалась. В итоге через неделю я уже дочку забрала с этого центра. И вот так у меня постоянно идет. Этот знак какой-то для меня. Я не знаю, для меня, куда я, например, не приду, но в компанию или там коллектив, во мне видят врага почему-то люди. Изначально двое-трое так хорошо общаются, прям подруги, а в итоге злейшие враги на всю жизнь. Вот так вот у меня по жизни. У меня сейчас никого нет. Из друзей никого не осталось. Просто 24-й год вообще у меня забрал всех друзей. Всех. Тех даже, с кем я вообще думала, я всю по жизни. Дальше, мы общались, как-то... Ой. Здравствуйте. Нет, все. Ну, как вы и учите, да, вот общаться с домовым. Извиняюсь. Не туда я поперла. Сейчас, секунду, исправлю. Так, продолжим. Кстати, еще раз напомню. Имя вот этого мужчины, от которого родила, я его имя знаю с детства почему-то. Вот постоянно, когда уже пришло вот это вот сознание, когда создам семью, да, просто даже, что тебе говорят же, ой, замуж выйдем. Вот так вот мама даже говорит. Почему-то у меня всегда вот это имя шло его, Талгат. Больше никакой. А именно я родила вот от этого мужчины, который зовут Талгат. Сейчас я все вам объясню. Так, я насколько поняла, вас Нургуль зовут. Меня послушайте внимательно, я вам объясню, почему так происходит. Ваша бабушка прабабушка, может, прапрабабушка, одна из ваших бабушек по линии отца, была хафиза. Это чтец Корана. Таких женщин очень уважали, приглашали к себе. И они читали Коран в радостные дни, в дни печали. Или просто приходили, читали Коран, чтобы очистить там атмосферу дома. Так было принято раньше. В богатых семьях часто так приглашали своих родственниц, угощали чаем, читали Коран и так далее. И хафиза – это женщина, которая в таком стиле песнопения начитывает Коран. Законы Аллаха и так далее. Жизнь, подвиги пророка Мухаммада, сподвижников. И поскольку я вам уже объясняла, что джинны, которые изначально являлись, скажем, средними и малыми богами на Востоке, и до сих пор у арабов сохранилась эта традиция принести, вот если они входят в пустыню, должны проехать через пустыню, невзирая на то, какой религии они сейчас, какую религию исповедуют, они приносят подношение главному джинну или джинну данного места. Вот я говорю эти слова, а мусульмане не произносят их имена. Вообще не говорят о них. Говорят они, про них. И поскольку жители Востока приняли единобожие и перестали приносить джиннам подношения, более того, джинны вынуждены были уйти со своих насиженных мест и уступать место людям, они начали мстить. К христианам, к людям иной веры они безразличны, то есть они к ним равнодушны абсолютно. Если кто-то войдет на территорию джиннов или что-то там против них сделает, они, конечно, отомстят. Если позовут, попросят о помощи, они помогут. Но они абсолютно равнодушны к людям иной веры. А вот мусульманам они мстят. Поэтому в Коране целая доктрина посвящена тому, как бороться с джиннами.
помимо народных поверьев, помимо там различных обрядов и прочее, которые передаются из уст в уста, есть и определенные аяты, которые пугают, значит, запугивают их этими аятами. Аль-Курси есть, там несколько. В общем, вы не запомните в любом случае. Так вот, а те, которые считаются хафизой, эти люди приходят, начитывают в доме, и они как бы их не просто отпугивают, они их лишают подпитки. И они очень сильно злятся на этих женщин и на их поколение. И если это поколение, вот смотрите, если человек хочет, чтобы определенная религия его защищала, он должен соблюдать все правила этой религии. Если у вас прабабушка была хафизой, вы можете спросить, это даже вне сомнений. Может, кому-то это поможет прояснить, например, определенные вещи в своей жизни. Вот прабабушка ваша была хафизой. Следовательно, вашему роду должно было это передаваться из поколения в поколение. Коран, чтение на оригинальном языке, чтение это на арабском языке и так далее. Значит, посещение Мекки обязательно, да, хадж совершить. И тогда, вот как бы сказать, вот обычный человек, который не особо религиозный, тоже для джиннов не представляет особой, скажем, такой цели. Но религиозная семья, она всегда будет целью, мишенью для джиннов. Почему? Потому что, как говорится, назвался грузем, да, грузем, залезая в кузов. То есть назвались вы религиозной семьей, все, значит, вы должны соблюдать это. Иначе эта защита уходит, та защита, которая всегда была, при том, что из поколения в поколение это передавалось. У вас уже 3 поколения, скажем так, нерелигиозные люди. Следовательно, вы изначально стали врагами джиннов, потому что вы были религиозная семья. А потом перестала вот эта религиозность и прочее. Я вас не призываю вернуться там к религии. Так. Просто объясняю, почему это происходит. Вот вы перестали, особо, стали светскими людьми. Теперь что происходит? Джинны живут долго, тысячелетиями. Они это помнят. Они эту злость затаили на вашу прабабушку. Быть может, она изгоняла их. Быть может, она начитывала, не давала им покоя жить в этой местности. Почему молитвы, значит, призывы, аяты из Корана или какие-то иные заговоры, которые начитывают на определенные силы, почему их пугают? Не потому, что вы всемогущие становитесь этими молитвами. Нет. Вот любая молитва, любой призыв – это определенная энергия. Она создает вокруг себя энергию. Понимаете? И вот эта энергия становится для них отравой, как будто ядом, как селитры на них сыпят. Естественно, им становится там некомфортно. Вот поэтому как бы люди приходят, значит, батюшку приглашают осветить. Оно может на время помочь, но в любом случае в этот момент поможет, потому что любое обращение к любой силе для них отрава. Смотря какая сила, насколько эта сила может их удержать. Может быть, просто на несколько дней поможет, а потом нет. А может, ничего не поможет. Может, во время чтения ножи и вилки будут летать, и такое тоже бывало. Ваша прабабушка была злейшим врагом джиннов. И они мстят вам, вашему роду, спустя сотни лет. И не только вам. У вас в семье несколько таких людей, женщин в основном, несчастных. Почему у вас ребенок родился больной? Смотрите, у этого мужчины, у этого Талгата, почему вы говорите, я почему-то знала, что будет Талгат? Я вам объясню, почему. Потому что бабушка ваша пыталась там сказать, что тебе приводят в дорогу твою, на путь твой ставят это чудовище.
и будут его так звать. Она тебе пыталась достучаться подсознательно, чтобы ты избегала этой встречи, потому что видела, что хотят сделать с вашим родом. Но ты не избежала, влюбилась в него. Он привлекательный, он чертовски такой обаятельный мужчина. Конечно, такие дьяволически привлекательные мужчины, они очень опасны. И они, как правило, носители проклятого рода. Вот в их роду много одержимых, много душевно больных, пьющих. Нехороший род. Нехороший, это мягко сказано, проклятый род. И вот привели эти джинны вот этого проклятого из этого рода и встретились с тобой, отомстили вашему роду. И мстят. И еще много раз будут мстить. Пока кто-то это не остановит, потому что ваша бабушка им причинила обиду. Теперь они на вас отрываются. Ребенок не мог родиться нормальным, потому что этот человек одержим. У него не только физическая болезнь, но и духовная болезнь. И к большому сожалению, не только эта любовь стала вам таким неподъемный крест на вас, но и ребенок. Ребенок стал на вас груз. К сожалению, хотя это ваш ребенок, я понимаю, что вы жалеете, любите своего ребенка. Естественно, пытаетесь все сделать. Но вы почему одиноки? Во-первых, мы живем в 21 век, когда мужчины за своих-то детей не хотят отвечать. И у них очень страшно брать женщину с ребенком. Если вы не родите еще одного ребенка, то, во-первых, вы губите свое здоровье, естественно, ребенок, который не ходит, его надо все время поднимать. Вы же не всегда будете молодые. Вы устанете, у вас и сил не будет. Что будет после вас с этим ребенком, мне кажется, вам говорить не нужно. Нужны ли такие дети миру? К сожалению, нет. Но он уже родился, этот ребенок. Что теперь делать? Его надо, возможно, насколько поддерживать его здоровье. Но я вам советую, неважно, муж, не муж, просто случайная связь, родите второго ребенка. Потому что этот ребенок вам не наследник, не продолжитель рода, не опора. Родите второго ребенка. Вы захотите жить, бороться, подниматься. Вас с этим больным ребенком не возьмут, к большому сожалению. Хотелось бы сказать, боятся мужчины ответственности. Им это не нужно. Понимаете? Вот так вам сломали жизнь. Потому что быть верующим – это хорошо, с одной стороны, но с другой стороны это опасно. Почему? Потому что как только твои дети, внуки, правнуки отходят от этого, они имеют право отходить. Как только они становятся светскими людьми, эта защита спадает, и вот припоминают все старые грешки. То есть она им мешала, теперь они мстят ее роду. Вот почему у вас это все произошло, и почему вам казалось, что он одержим. И вот сейчас, когда вы слышите эти непонятные звуки, вас предупреждают. Вам дано распознавать. Это просто дано для себя. Вы это не сможете использовать, этим работать. Нет. Вам просто дано распознавать подобных людей, у которых есть джинны за их спиной. Понимаете? И вот за его спиной тот самый джин, который сразу себя проявил, как только вы забеременели. Потому что их целью было именно вот ваша беременность. Забеременеть, родить ребенка неполноценного, с которым вы будете мучиться, и этого подонка привести, чтобы он вместо поддержки издевался, унижал, оскорблял и так далее, усугублял эту ситуацию. Вот почему это все произошло в вашей жизни. Я вам ответила. Так, перейдем к следующему. Здравствуйте, уважаемая Инга и все слушатели Ведьминой избы. Это было давно, лет 15-17 назад. Я переживала тяжелые времена. Предательство мужа, развод. Находилась в жесткой депрессии. Шла по делам по улице и думала о том, что я плохо выгляжу. Что растолстела, что одеться надо было по-другому. И что со мной вообще все не так. И вдруг мужчина, который шел мне навстречу, взял меня за локоть и говорит тихонько на ухо: «Зачем так про себя думаешь? У тебя красивая фигура. И вообще с тобой все хорошо.
Ты прекрасна, улыбнись. И дальше пошел. Я остолбенела. Первая мысль была, что я не говорила это вслух. И я не сошла с ума. Обернулась. Он улыбнулся и подмигнул мне. Это был мужчина средних лет, с голубыми глазами. Было шоковое состояние. Тогда я подумала, что телепаты все-таки существуют. Больше я никак не могла это объяснить. А через несколько лет я встретила его еще раз. Я шла в церковь. Искала тогда там утешение. Остановилась, чтобы проверить, взяла ли я платок с собой. И пока искала в сумочке, слышу голос совсем рядом. Опять в церковь бежишь? Нет там Бога, и утешения там нет. Не там спасение ищешь. А была я в джинсах и футболке, и не написано на мне было нигде, куда я иду. Подняла голову и увидела мужчину. Он ехал на велосипеде, мне навстречу. А голос звучал совсем рядом и не перекрывался гулом машин. Я его тогда не узнала, просто подумала, что лицо знакомое. Удивилась, конечно, очень, что откуда он знает, куда я иду. И только вечером вспомнила, кто он. И это был последний раз, когда я побывала в церкви. Потом каждый раз, когда я собиралась в церковь, около стоял катафалк. А для меня было табу. Никогда не могла зайти в церковь, если там отпевали покойника. После 5-го или 6-го раза бесполезных попыток я успокоилась и перестала ходить. И еще через какое-то время попала к вам на канал. Я вот до сих пор думаю, кто же все-таки был этот мужчина. Я вам отвечу. Однажды я стояла, смотрела на Волгу. Мне было очень тяжело. Мне просто хотелось, умереть. Да. Ребенок только родился, маленький был. По-моему, да, в это время. Несколько таких случаев было. И просто вот безнадега такая, усталость от жизни, нет ни любви, ни родительского тепла, ничего нету вообще. И тут смотрю на воды и думаю, вот интересно, если я сейчас прыгну туда, я быстро умру или буду мучиться? Вот у меня такие вот навязчивые мысли начали посещать голову. И сзади почувствовала, чья-то рука меня так похлопала. Оборачиваюсь, а там бабушка. Вот прям перед глазами. У нее такой бежевый плащ такой старенький. Знаете, вот 60-х годов вот такой вот мода. Волосы аккуратно собранные. Такая, видно, что в молодости была приятная женщина. И она мне говорит, все пройдет. Вот увидишь, придет время, все у тебя будет хорошо. Ты даже свою жизнь не узнаешь. Вот запомни. Она так сказала. Я ничего не показывала, ни видом, не плакала, ни... Там было много людей, сотни людей смотрели на Волгу, разговаривали. Я тоже просто смотрела на Волгу. Я не разговаривала, никак не давала знать. По мне даже не было видно, что у меня такое, знаете, депрессивное состояние. Просто смотрю, улыбаюсь, на Волгу смотрю, на чаек. И она мне вот это сказала и повернулась и пошла. Я тоже так обомлела, я не успела спросить, как вы узнали, или спасибо вам, или что-нибудь. Ничего не поняла. Она просто обернулась и ушла. И она прошла сквозь, там были киоски тогда, разрешали, сейчас запретили. Маленькие такие киосочки, там что-то продавали. Она прошла сквозь этот, то есть мимо этого киоска, и, по идее, должна была выйти с той стороны. Она не вышла. Я ничего не пойму. Но там одна дорога, вот так вот проходите между этими двумя киосками, все. Она не могла внутрь зайти, это, исключено, потому что она там не работала, ничего. Мне стало интересно, думаю, куда она пошла. Я начала смотреть глазами, следить. Вообще никого нет. Потом
Потом через некоторое время пошла туда, взяла мороженое, прошлась возле этих киосков, посмотрела вообще другие продавщицы. Ну, она исчезла просто, и все. Теперь, кто это был? Вот заметьте, вы говорите, в первом случае он подошел, сказал, ты и так красиво, зачем ты так о себе думаешь, и все у тебя в порядке, все у тебя хорошо. И пошел. Во втором случае вы говорите велосипед. Ни скрипа не было слышно велосипеда. Не перебивали, но живого человека разговор перебивает его звук, да, из его уст, той реальностью, которая вокруг происходит. Машины едут и так далее. А он как будто отдельно от всего мира с вами разговаривает. Прям отдельная картина, которая просто вот как в этом кукольном домике. Знаете, вот эти книги. Куклу одели на нее там одежду, значит, прикрепили и посадили в этот домик отдельно. И откуда он знал, куда вы идете? Почему создавал такие препятствия, чтобы вы не шли в церковь? Почему он сказал, там тебе утешения не будет? И многое другое. Так вот, кто он был? Ну, христиане его называют ангел-хранитель. Язычники говорят дух-хранитель. Выбирайте, что вам больше нравится. Ваш хранитель. И это реальность. Когда нужно помочь человеку или спасти, вытащить из бездны, они приходят даже во плоти, они приходят даже в образах. Я уверена, что если там были рядом люди, если бы были рядом с вами, они бы вам сказали, что вы сами с собой разговариваете. Никого здесь нет. Вы о чем? Потому что только вы его увидели, больше никто. Этот хранитель, этот дух с вами рядом. Но он пришел к вам в такой момент отчаяния, чтобы не дать вам что-то с собой сделать. Потому что вы были готовы это сделать. Если нет необходимости, он, конечно, не проявляет себя. Поэтому многие не понимают, а почему я его постоянно не вижу? Ну, потому что не нужно вам видеть. Потому что за каждое видение есть расплата. Вы понимаете, за тайные знания есть расплата. И очень большая расплата. Вот почему ведьма что-то нашептывает, например, ты не должен слышать. Ты даже услышишь, не запомнишь. Расплата. За каждое внедрение в мир потусторонний, в мир духов, есть расплата. Был такой случай у нас в селе в моем детстве, когда молодежь, занимаясь ерундой, пошли, значит, и то ли они какое-то гиблое место было, очень старинное кладбище, развалины храма, и они возле этого храма, в общем, кого-то вызывали. Кто-то их научил, что там вызывать, вопрошать, что-то спросить. И они вот баловались, занимались ерундой, одним словом. И кого-то призывали, потому что один из грузинских князей, мол, там был похоронен, и он являлся иногда. И они хотели понять, это действительно он, потому что то есть те могилы, которые там были, они уже временем стерлись, там даже не было понятно, кто там похоронен. И, значит, один из них остался там на спор. Остальные все-таки не решились на ночь остаться и ушли. На следующий день пришли, он был в ужасном состоянии. Он онемел месяца на 2. Не разговаривал, не мог говорить ничего. Руками показывал все, лежал все время. Очень плохо ему было. И вот я как-то видела этого парня. Он был довольно плотный такой. А после того, как он этой фигней позанимался, вернулся, и половина его осталась. Он был желтый, как пергамент. Нет, он выжил. Но то, что он увидел, у него язык отняли на время, во-первых, чтобы он ничего не рассказал, а потом, чтобы он понял, что этого рассказывать нельзя. И когда начинали спрашивать, он даже не говорил, что мне сказали не говорить. Он ругался, он избегал этого разговора. И никто так и не узнал, кого он там видел, что он там видел. Но он видел что-то.
То есть вот о чем мы с вами разговариваем, что расплата. Не лезь. Вот когда женщины идут, например, мужик появился, и начинают, как эти сайгаки, скакать по всем гадалкам. Останется ли Вася, останется ли Витя, будет ли моим Ваня? Зачем? Не лезьте туда. За эту информацию вы будете платить. Если у тебя все нормально, если у тебя нет проблем, ты не умираешь, род не умирает, в жизни все не рушится, значит, у тебя нету причин идти и узнавать что-то. Не буди лихо, не тормоши эти силы. Они спокойно себе находят. Не надо этого делать. Они могут тебе такое сказать, запрограммировать, и оно сбудется. Зачем? И такое есть, когда у человека все хорошо, он найдет на свою задницу приключений, понимаете? Извините за мой французский. Почему? Потому что ходит сюда, не поверила. Нет, тут все хорошо, сказали, я не хочу так. Мне кажется, что что-то не то. А что не то? Ну, не знаю, что-то вот да, там не высыпаюсь. Ну, иди витамин попей. Нет, нам не порчит. Уже ходит. В конце концов становятся душевно больные люди. Вы замечали, есть такие люди, которые всех тащат к гадалкам. Сына, отца, мужа, детей. Постоянно и беспрерывно. Все время спрашивают, где есть какие хорошие гадалки, пойти туда. Это безумие, понимаете? И эти люди прогадывают все свое будущее, всю свою жизнь. С ними перестают дети общаться. Они начинают заниматься всякой ерундой. Им везде, кажется, мерещатся порчи, какие-то ведьмы. Ну, мало ли, там птица сдохла, упала с балкона. Ну, умирают, так бывает. Так, кто-то там скинул. Спрашиваешь, кто может скинуть? Ты там живешь на каком-то этаже. Кто мог на твой балкон сверху кинуть? Ну, вроде адекватные люди, у них нет с тобой конфликта. Зачем им это надо? Это порча, и 100% я знаю. И с этими мыслями человек идет там блинные печь. Вот в этих переживаниях, естественно, забывает огонь выключить, чуть пожар не... Точно вот это одно с другим связывает, и он просто призывает на свою голову вот те бедствия, ну прям просит. Знаете, есть люди, которым нравится всегда вечно чиститься, вечно ходить, им все завидуют, все им порчи делают. Это ненормальные люди. Одно дело действительно, вот до последнего терпит человек. Ну, вроде, ладно, хрен с ним, может, с глаз какой, может, бывает. Но уже прям уже видит, что, ну, это ненормально, каждый раз что-то случается, ну, так не должно быть. И идет уже за спасением. Это одно. А когда в безумстве своем постоянно... Я к чему? Что вот за все есть ответственность, за все берут плату. И вот ваш хранитель, дух, почему к вам явился два раза всего лишь, именно в те моменты, когда вы были в отчаянии и когда вам нужно было слово, сказанное рядом находящегося человека, что успокойся, у тебя все хорошо. И туда не ходи, там ничего тебе не дадут. Вот о чем речь. И он с вами есть. Он рядом с вами, и вы можете проводить вот это письмо хранителю, просить, благодарить его за то, что он с вами тогда поговорил и спас. Как с живой душой, потому что это разумный дух, который с вами рядом и не раз еще вам придет на помощь. Так, давайте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и жители ведьминой избы. Я хотела бы поделиться своей историей встречи с потусторонними силами. Я много лет назад жила в Ленинграде, училась в училище и жила в студенческом общежитии. Стала замечать, что у меня пропадают вещи. Как-то странно было, то они пропадали, то они потом так же странно как-то появлялись обратно. Однажды я собиралась на улицу погулять и стала обувать кеты. Кеты были на шнурках. Я их зашнуривая, одновременно ела шоколадку. Шоколадку откусила, положила на стол, дальше зашнуривать стала. Кеты. Поворачиваюсь, чтобы еще раз укусить шоколадку, но ее не оказалось на стуле. Я очень, конечно, удивилась. Эти уже случаи были. Я решила поговорить все-таки. Как я на тот момент думала, и сейчас также думаю, что это был домовой. Я повернулась к стулу, сказала:
к стулу спиной я повернулась и сказала, говорю, хватит надо мной прикалываться в таком приказном тоне, хватит прикалываться, отдай мне назад, верни шоколадку, положи на место, вот так ему сказала. Потом повернулась к стулу, смотрю, шоколадка лежит, как ни в чем не бывало. Ну, это дух данного места, да, если хотите, домовой. Очень много людей там бывает. Каждый человек своей энергией подпитывает, оставляет свою частицу души или воспоминаний там. Это же такие пласты воспоминаний. Студенты, от них очень много энергии, любовь, влюбленность, ходьба туда-сюда, молодость, сила, все это, естественно, все это питает духа, который там находится. Мы в своем общежитии, например, ставили молоко, еще что-то, призывали, просили, чтобы он, значит, оберегал наши вещи, чтобы к нам в комнату никто не заходил, чтобы лишних гнал и так далее. Пару раз по ночам слышался стук. Значит, стук в дверь, и у нас была девушка из села такая вся баба, Юлька. И вот одна из наших девчонок там постучали с той стороны посреди ночи. И она вскочила, пошла открывать, что она сидеть, блин, ты что творишь-то? Нельзя открывать, когда ночью стучат. Никогда не открывай, беду впустишь сюда. И она говорит, ну, может быть, там ничего не случилось. А у нас действительно 2 сектора, и там закрыта дверь, и тут. Ну, не могли никто постучать оттуда. Если бы стучали, стучали бы в ту дверь. Но она все-таки подошла и спросила, кто? Никто не ответил. Говорит, вот поняла теперь. Только повернулась уже, хотела идти лечь, опять постучали. И Юля там 3-этажным матом как загнула. Стуки прекратились. Но мы очень испугались, конечно. Естественно, потому что, ну, слишком уж зловещий какой-то очень такой навязчивый был дух. Потом некоторые говорили тоже, что стуки были, что и кровать качали, значит, и так далее. Но у нас сельский народ в этом всем обученный. Юля у нас после выходных привезла травы и начала окуривать, свечи зажгла, это прекратилось. Особенно в местах, где очень много народу ходят туда-сюда и очень часто меняются, одни учатся, другие приезжают, уезжают. Там очень много энергии человеческой. Конечно, там есть сущности, и они просто притягиваются. Это как, ну, может, пример не очень хороший, но как собака там идет на мясо с кровью. То же самое. Тем более молодежь. У них столько энергии, что они 1000 духов там могут содержать, целую ферму духов. Вот. Да, студенческий домовой. Студеновой. В общем, как хотите. Я ответила на ваш вопрос. Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и жители Ведьминой избы. Вот хотелось бы мне поделиться своей историей. Много лет назад, уже 17 лет прошло, за 2 недели до смерти моей мамы ей позвонили по телефону ее подруга и стала выражать ей соболезнования по поводу ее смерти. Она думала, что это я взяла трубку, это мама была. Она потом ей говорит, да это я, ты что такое говоришь, я жива, здорова. Она, ой, у нас тут вот слухи во дворе ходят, что ты умерла. Мы на тот момент переехали в другую квартиру, в другой район города. Вот говорят, что ты умерла, вот так и так. Она, ой, ну так поговорили, поохали-пахали. Я пришла с работы, мама мне эту уже историю рассказывает, так и так. Я еще ее приободрила немножко. Говорю, о, мама, говорю, жить, значит, долго будешь, есть такая примета. А через 2 недели мама скоропостижно скончалась от инсульта, кровоизлияние произошло в мозг. Была жара на улице, сильно жарко. Она страдала гипертонией, но очень неожиданно как-то вот так получилось. Но для меня это до сих пор какая-то непонятная загадка осталась. Как вот произошло так, что за 2 недели уже Вселенная знала, что она уйдет. Скорее всего, вашей, ну, подруге вашей мамы что-то приснилось. А потом, может быть, еще кому-то это пришло в голову. И она сопоставила эти слухи и решила, что да, действительно, мамы вашей нет в живых. Объясню, как это происходит. В Волгоградской области, где я жила, значит, произошел большой пожар.
рядом с административным центром. В общем, пожар произошел. И там люди погибли. Ну, вообще, целая история была. Перед тем, как этот пожар случился, несколько дней назад, я еще была школьницей, у меня подруга говорит: ты знаешь, мне приснился огромный пожар. Потом, через некоторое время, наверное, часа 2-3, на физкультуре нас соединили 2 класса, потому что учительница куда-то ушла. В общем, вместе провели нашу физкультуру, а мы и не против. И одна из девочек говорит: ой, девчонки, у меня сегодня такой во сне большой пожар снился. И вот эта девочка так со мной переглянулись, подумали, что я ей сказала. Я говорю: я ничего не говорила. Прошло еще 2 дня, и этот пожар приснился мне, моей сестре, много кто. Именно детям почему-то он приснился. И, наверное, буквально через неделю этот пожар случился, и люди погибли. Я к тому, что во Вселенной, поскольку все предопределено, и есть такие информационные слои, и есть несколько версий, конечно, случившейся, но есть роковые случаи, которые, неизбежны. Они должны случиться. И оттуда приходит информация нескольким людям. Как могло произойти? Это могло присниться ей, еще одной подруге. Может, одна другой позвонила и сказала: слушай, а вот такая-то не умерла? Да ты что, ты тоже, что ли, думаешь, что она умерла? Да, она вроде умерла, или мне кажется. Вот они, приняв вот этот сон или предчувствие за реальность, как слухи рождаются, один другому сказал, как испорченный телефон, и пошло-поехало. И через пару дней все-таки она решилась, позвонила, подумав, что да, реально, значит, действительно она умерла. Пустили, вот этот слух пришел сначала, а потом уже события. А почему этот слух пришел? Знаете, может быть, были какие-то симптомы, она скрывала, не показывала. Может быть, это было предупреждение. Она же знала свою болезнь. И тем более в такое жаркое время многим людям становится плохо с этой болезнью, умирают, смертность высокая. Она знала свою болезнь. Может быть, это пришла эта информация, чтобы она насторожилась и пошла проверила. Она могла вам не говорить, понимаете, что ночью там ей плохо, что утром голова болит. Вы же не были целыми днями с ней вместе. И она могла это скрыть, чтобы вы не волновались. И вот эта вот информация, что оттуда видят, что тебе плохо, ты можешь умереть. Смотри, уже говорят о твоей смерти, подумай об этом. Это должно было ее насторожить. Но, к сожалению, пока петух не клюнет, мы для себя не идем до последнего, да, терпим и терпим всеми силами, пока не стукнет. Вот что, собственно, и случилось. Поэтому относитесь серьезно. Если вдруг такое случилось, где-то вам сказали: слушай, мы слышали, что ты умерла, извини, конечно, сразу настораживайтесь, идите к врачу. Это вам оттуда говорят: плохо дело, идешь к смерти, иди проверься, иначе неизбежность случится. Понимаете? Это не шутки, не обращайте это в шутку и не забывайте, если вдруг где-то пустили слух о вашей смерти или где-то что-то узнали, и не специально идиоты какие-то взяли и сделали какие-то дурацкие вещи, не в этом смысле, а всерьез кто-то услышал, кто-то узнал, кто-то у кого-то узнал, что вы умерли, мол, очень соболезнуем и так далее. Настораживайтесь. Это вам оттуда через людей говорят: смерть приближается, иди что-нибудь сделай. Поняли меня? Вот что это было. Так, продолжим. Доброе время суток, уважаемые Инга и Яна. Огромное восхищение и уважение к вашим трудам, Инга, и делам Яны. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Я очень рада, что когда это было уже лет 5 назад, наверное, я наткнулась на канал и познакомилась с такими 2 замечательными женщинами. Спасибо вам за все. Моя мистическая история подслушана в детстве. Ее рассказывала моя мама, сидя в компании, рассказывала про себя. Так вот, еще до моего рождения мама работала на предприятии в 2 смены.
В один из дней, идя со второй смены через темный переулок к дому, столкнулась с чем-то странным. Что-то или кто-то лежал поперек дороги, издавая храп. Пригляделась, это было похоже на животное, но непонятно какое. Так думала коза, потому что были рога. Но почему-то был длинный хвост. И по размеру больше козы. Подумала, что корова, но для коровы слишком лохматая и худая. Недолго думая, закрыла глаза и, топнув ногой, крикнула. Пошла вон. И вдруг поднялся вихрь. Прям со свистом поднялся. И нечто промчалось мимо. И прям слышно был стук копыт. И в один миг все исчезло. С этой ночи мама заболела. Каким-то заболеванием крови. Постоянно держалась высокая температура. И периодически ее выписывали, снова ложили, переливали кровь, и так лечили. Ничего не помогало. И вдруг в один из дней она узнает, что беременная. Врачи подняли панику. Срочно аборт. И ребенка не вынесешь, и сама погибнешь. Детей сиротами оставишь. Их было у мамы 3. И вот мама идет на аборт. С тяжелым сердцем, она очень хотела родить. Сидит в коридоре перед абортарием и горько плачет. Навздрыв плачет, в истерику. Вдруг откуда-то появляется санитарочка, старушка. Милая такая. Улыбается, говорит, что ж ты, доченька, ревешь, что случилось? Мама говорит, жалко, не хочу избавляться от ребенка. Санитарочка ей отвечает, ну иди домой, доченька, ничего не бойся, все будет хорошо, иди. Мама встала и ушла домой. Так и я родилась. И обе остались живы. Мне всегда было это, охота было себя переспросить у мамы. Но, не знаю, сначала была, наверное, маленькая, потом боялась, что это было подслушано, можно сказать, замоченную скважину. Вот, а потом как-то, не знаю, может, неудобно было. Но мама всегда мне говорила, что я спасла ей жизнь. Вот вы спросили про санитарочку, но упустили главное. Давайте начнем с обратного хода. Значит, первое. Кто была эта санитарка? Скорее всего, действительно санитарка, действительно человек. Но деревенские женщины, они испокон веков, вот сейчас чем дальше мы идем, тем меньше остаются женщин с этим предчувствием. Сельские женщины, они обладали этим предчувствием больше, чем городские. И, скорее всего, этой женщине просто было видно. Может быть, она что-то знала, умела. Понимаете? И поняв ее горе, на аборт они просто так идут. И видя, что она плачет, боясь... Наверное, она сказала ей, что мне сказали, вот так будет, поэтому я не хочу идти на аборт, но мне приходится, что мне делать. И, скорее всего, она почувствовала, что будет жить и она, и ее ребенок. И сказала, иди домой, все будет хорошо. Видно было видение, значит, у этой женщины была способность видеть. И она сказала, это очень элементарно объясняется. Но вы самое главное пропустили, черта. Сейчас помните, когда снятие порчи со свистом, посвистом, орлиным клокотом, криком, цокотом, да, и так далее. Вот они, свист. Всегда они сопровождаются это свистом. Как только их увидели, сразу начинается все это свистит, все это бурлит, ветер поднимается, все вокруг, вихрь крутит. Ну, черт, заболотный дух. Человек, если увидел черта, у него не будет счастливой жизни. Даже если у вашей матери там дети, все хорошо, но, скорее всего, она как по-женски была несчастлива, одинокая. Очень много трудностей. С вами могли быть проблемы с детьми. У кого-то там, может быть, и с тюрьмой связано и так далее. Чаще всего лучше черта не видеть. Лучше это не хотеть этого видеть. Это лежал черт. Они иногда попадаются нам на глаза. И я вам рассказывала, что мой благоверный увидел его. У него тоже непростая была жизнь, на самом деле, очень тяжелая. Но их было 20 с чем-то детей, мальчиков. Они, кто на велосипеде, кто на мотоцикле, ехали купаться. И через дорогу пробежал черт. Причем согнутые ноги в обратную сторону. Это действительно был он. И он так плотную пробежал рядом с ними, что чуть не столкнулся с этим мотоциклом. Вот этот мальчик, который вел мотоцикл, он, значит, некоторое время не разговаривал от страха. Я хочу вам сказать, практически никого из этих ребят живых нет уже. Молодые все ушли. У каждого что-то случилось. Вот кто впереди его четко увидел, тех нет. У остальных, которые были сзади, непростая жизнь.
Они просто так не являются. Одно дело, когда они приходят прям к пьющему человеку, чтобы загубить его. Другое дело, если он убежал, вот его растревожили этими звуками, криками дети, и он выбежал оттуда. Вы не угадайте, в какой момент, и не подстрахуйтесь. Это невозможно. Поэтому сказать, а вот что делать, чтобы с ним не столкнуться? Ничего. Столкнулись, и требуется очень такая прям сильная чистка, защита, убрание этого всего, всей этой энергии. Это непросто. Отсечь эту чертову энергию очень непросто. И всегда, когда их замечают, вот этот свист, этот клокот, хохот, какое-то там что-то там такое происходит. Когда мы в детстве катались с горки, ну, сельские дети собирались и с криком. У нас там в верхние, значит, поднимаемся в верхнее село. И оттуда вот практически вся дорога была как стекло. Мы специально сделали себе вот эти горки и катались все радостные. До вечера нас не могли домой загнать. И бабушки наши всегда говорили, что вечером там нельзя кататься, не ходите вечером, потому что мы иногда тайком выходили и вечером катались, ну, уже когда солнце село. И я говорю, почему? Да потому что черти там будут кататься. И вы знаете, потом мне вот наши одноклассники, которые там жили, рядом с этой горкой, они рассказывали, что по ночам крики детей, как будто людей там, в общем, толпа, которая там катается, кричит, радуется. И она мне говорит, тебе не стыдно вообще? Ты вчера пошла на этот каток, а меня не позвала. Я говорю, какой каток? Ой, не надо мне. Моя лучшая подруга. Я говорю, я не понимаю, что ты хочешь от меня? Какой каток? Я никуда не ходила. Ну, вечером. Ну, что ты сейчас вот мне... Ты же там тоже были. Я хотела пойти, говорит, меня не пустили. Вот если бы ты за мной пришла, меня пустили, а одну не пустили. Я говорю, я тебе клянусь, я не знаю, о чем ты говоришь. Я никуда не ходила. Вечером, говорю, меня тоже не пустили. Не поняла. Пошли на разведку. Всех спросили, никто там не был. И у нас не было оснований не верить. Мы знаем этих детей, мы знаем, что у них строгие семьи. Их бы точно не пустили никого, никто не врал. А то, что там действительно эти крики были, это 100%. Моей прабабушки дом по маминой линии, там был вот возле этого катка, прям наверху этот дом. И она тоже говорила. Она потом нас поругала, говорит, вот вы собачьи дети, вы, значит, нас положили старых спать, и сами, значит, пошли на каток. Мы иногда там ночевали, оставались, и мы не могли понять, о чем речь. Я говорю, нас там не было. Ну, в общем, мы не смогли их переубедить. Они уже были готовы наказать нас. Потом бабушка за нас заступилась. Мол, ладно, все, пускай. Ну, не было. Может, я старый человек, мне показалось. Что там действительно эти крики и так далее. Черти. Они катаются на этих, значит, катках зимой. Они могут по улице шастать. В ветряную погоду вы можете увидеть издалека, поменьше чертыхайтесь. У меня тоже есть такая привычка. Я иногда как скажу, ну, черт, блин. И вот у меня ощущение, что сейчас скажу, что надо тебе, блин, что ты все время меня зовешь, задолбала. Неправильно это. Но вот так вот получается. Злость, как там, 1000 чертей. Ну, они-то мои чертики, они со мной рядом все время, так что мне бояться нечего. Иногда бывает, что в доме прям трясет дом, знаете, как землетрясение от их силы. Это же все-таки духи, духовные создания, вы не забывайте. Они хоть и воплоти, но они могут и исчезнуть. У них есть определенная особенность. Значит, они наводят морок, и ты их не видишь. И они могут у тебя оставаться, ходить по твоему дому. Ты чувствуешь, что какие-то там цоканье, кто-то куда-то ходит, но при этом его не видно. Но в какой-то момент он может показаться или намеренно, или случайно, по-всякому. Это немножко такие полудухи, получеловеческие создания, скажем так. Что-то у них и от человека есть, понимаете?
Поэтому вот, ну, в общем, вот ей и стало плохо из-за того, что она стала невольным свидетелем, значит, увидела черта. Они не любят, когда их видят. Они за это наказывают. Я уже об этом говорила, не буду повторяться, что за внедрение в потустороннее пространство мы платим очень большую цену. Вот она и заплатила своими мучениями. Уважаемая Инга, Яночка. Инга, благодарю вас за возможность рассказать свою мистическую историю. Это было давным-давно, когда я еще была школьницей. Произошел вот такой случай. Я пошла на экзамены. У меня была старенькая бабушка в то время. Она мне начитала, ну, какую-то там молитву сказала, прежде чем как зайдешь в класс, что-то посмотреть на потолок, на пол, ну, несколько раз. Ну, в общем, дело чем закончилось, когда я брала билет, я вот так, как сейчас помню, я протянула руку, и мне вот такое было явное ощущение, что мне прям кто-то вот ударил по руке, и у меня прям, я вот сама вот своими глазами, я прям вот видела, что у меня рука прям вот так раз на пол, ну, на стол опустилась. Я потом вот так смотрю, я ее прям вот так раз отдернула, как будто бы вот, ну, как вот от тока, вот так отдернула свою руку. Подошла, с другой стороны стала брать билет. И теперь уже стою и думаю, вернее, слушаю, ударит мне по руке или нет. Раз, стою, слушаю, нет, мне никто по руке не ударил. Я взяла этот билет, пошла, села отвечать. Мне попался прям вот такой легкий билет. Я прям ответила, ушла довольная и счастливая. А когда я села готовиться, за мной зашел следом мой одноклассник. Он вот взял тот именно билет. По-моему, мы сдавали физику, что ли. Ну, сейчас уже не помню. И вот он взял тот билет, и он был настолько сложный, настолько трудный. В общем, этот мальчик у нас остался на пересдачу. Вот, я не знаю, кто это был, кто мне вот так помог. Потом второй случай был, когда я уже, ну, была довольно взрослая, ездила в монастырь. Мы, вернее, ездили туда с мужем. Мы там остались ночевой и уже ехали обратно. Тогда я прям еще была такая православная верующая. Ну, это уже было 100 лет назад. Ехали, вернее, собрались уже ехать обратно. Вышли, у нас не заводилась машина. Мы что только не делали. Мы там проверили все трубки и, в общем, все, что возможно было. Все проверили. В общем, она никак не заводилась. Там потом уже нам ее и подкуривали. В общем, что только не делали, все было тщетно. Но я мужу говорю, ну, наверное, придется нам, говорю, еще здесь остаться на ночь. Видать, говорю, нас какая-то сила отсюда не отпускает. В общем, мы зашли, пообедали там. И муж потом вышел, ну, это не знаю, может быть, часа полтора, может быть, уже 2 прошло. И вот он, когда уже оттуда вышел, просто сел в машину, раз, замок зажигания, хоп, и она завелась, как будто бы ни в чем не бывало. Говорит, бежит и мне кричит, все, поехали, машина завелась. Для меня было такое, думаю, ну как так, мы тут столько времени мучились, столько мужиков стояло, и вот не могли ничего сделать, а тут вот спустя 1,5-2 часа она раз, сама вот прекрасно завелась. Но зато потом, когда мы выехали, в Казахстане было, это был город Караганда, и мы выехали на большую трассу. Там была жуткая авария, страшная, прям вообще ужас. И, пока мы там стояли в пробке, машины живут открытые, лето было, люди разговаривали, говорят, часа, говорит, 2 назад, говорит, там вот эта вот авария случилась. И до того времени там прям вот еще машины растаскивали. Вот это была у меня вот такая вторая история. Потом еще у меня приключилось такое дело, у меня погиб сын. И, там был с ним виновен один мальчик. И я тогда в таком была шоке, в трансе. В общем, я ехала за рулем, и я вот вижу, что мне навстречу идет просто-напросто этот нелюдь, этот не человек, да, этот пацан. И представляете, у меня в глазах все потемнело, у меня, честно сказать, в голове, знаете, у меня все замкнуло. Знаете, у меня было такое желание, да, вот просто задавить, чтобы вот этот нелюдь, чтобы этот человек, чтобы вот он тоже не жив, да, вот в тот момент у меня вот обуяло такое вот, не знаю, какое состояние. И вы представляете, я вот еду, я ни о чем в тот момент не могла больше думать, да, что я делаю, что меня посадят или еще что-то, ни о чем не могла думать. У меня было одно желание, знаете, вот наехать прям на него, задавить прям вот его вот, помешательство, вот материнское вот такое. И вы представляете, когда вот я вот вижу, что он мне навстречу идет, а ему как бы, некуда убежать, дорога узкая и тротуары, я вот просто-напросто пру на него. И вот, знаете, меня вот в машине за рулем, да, вот меня вот какие-то вот, я сейчас прям даже вот помню, такие мохнатые или пушистые, я не знаю, как сказать, вот такие руки, да, они прям вот взяли меня вот прям сверху, как я вот как руль держала, да, вот я прям, знаете, вот и вот эти руки, они взяли мои руки, вот эти пушистые, и так резко вот так вот вильнули машину влево, да, я еще так потом, знаете, вот не могла одуплиться, я думаю, боже мой, кто это, как, я сама не могла так резко вильнуть, я потом, когда уже отъехала, остановилась, да, стою и в себя прихожу, думаю, как это так, вот что это было, я прям вот почувствовала на своих руках, да, вот эти теплые такие вот пушистые руки, чтобы кто-то меня взял и вот мою машину отвел. И не дали мне совершить, как говорится, вот такое преступление. Слава всем богам, что меня вот отвели от этого, что вот это помешательство, да, меня, как говорится, спасли меня боги. Это, наверное, меня просто домовой, мой батюшка домовой открыла глаза. Я тут перепутала уже все. Дальше уже я отметила, до какого места. Дальше уже в следующий раз мы с вами, значит, это все обсудим. Значит, начнем с этого, с начала. Я вам, во-первых, сочувствую очень.
Я понимаю ваше состояние. Это очень страшно. Пережить своего ребенка, мне кажется, страшнее ничего нет на этой земле. Но вы должны понимать и должны поменять свое отношение к смерти. Когда поменяете свое отношение к смерти, вам станет легче. Значительно легче. Чувство потери не уйдет, и чувство сожаления, что ваш ребенок не жил и не увидел того, что должен был видеть, будучи молодым и сильным. Но вам станет легче от того, что ему хорошо. Первый вопрос. Конечно, тот заговор, который начитала вам бабушка или сказала, он вам помог. Странные вы люди. Вам дают заговор, чтобы помог. А когда он помогает, вы говорите, интересно, и кто же мне помог? Прям даже невероятно. То есть вы берете этот заговор в надежде на то, что получится или нет, неважно. Нет, заговор помог, естественно. Я знаю этот заговор. Это очень старинный и хороший заговор, сильный. Что касается вашего ребенка. В Иране несколько лет назад должны были повесить молодого парня. Там у них наказание, значит, смерть за смерть. Но есть одно но. Если родственники прощают, то казнь можно отменить. Заменить тюрьмой и так далее. И я смотрела этот ролик, значит, вся эта процедура казни. Когда подвели его, он пырнул ножом молодого парня. Поспорили о чем-то, и он ударил его ножом прямо в сердце и убил. И, естественно, там несколько лет шел суд, туда-сюда, и, в общем, назначили казнь. И показывает его мать. Мать того, кого должны казнить. Вот очень, очень тяжело. Вот молодые люди творят такое, а матерям такое страдание бесчеловеческое просто. Нечеловеческое, неправильно сказала. Ужасное. И она там просто никакая. И она, значит, просто лежит вот так, на коленях сидит перед этой решеткой, там все стоят. Она просто никакая. Видно, что полумертвая. Просто она пришла на смерть своего сына. Пусть какого сына, но пришла. И вот когда его начали поднимать на казнь, она там, знаете, как заревела, как вот корова ревет за теленком. Аж затрясло там, некоторым плохо стало. И уже накинули веревку. Этот плачет, стоит, трясется на этой скамейке. И подходит мать того убитого парня. Снимает с него веревку и бьет звонко 3 пощечины. И все, и отходит в сторону и говорит: отпустите его, я его прощаю. И когда ее спросили: вы, наверное, ради его матери простили? Она сказала: нет. Перед его казнью мне сын приснился и сказал: мам, мне так хорошо здесь. Мне действительно хорошо, мне не больно, не страшно. Не наказывай его, мам. Прости. И вот она решила его проучить, довести до смерти, чтобы он понял, что это такое, и простила. Простила не то, что простила его, просто дала возможность жить. Теперь вашему сыну там хорошо. Ему не больно, не страшно. И поверьте мне, если этот человек действительно виноват, он свое получит. Не может так быть, чтобы жить вот под таким проклятием и быть счастливым. Это нереально. Чтобы это проклятие простилось, чтобы это преступление простилось, он должен в своей жизни столько сделать хорошего, стольким сиротам, значит, дать пропитание, построить богадельни,
не знаю, выплатить лечение людей. Он будет это делать, он способен на это. Только когда добрые дела человека перевесят его преступления, только тогда он получит прощение от Вселенной. Вот вы сделаете сами вывод, вы знаете этого человека. Он на это способен, он будет всю жизнь искупать вину, каяться. Если будет, то пусть делает. Хотя бы это приведет к чему-то хорошему, хоть кому-то помогут. Но у меня большие сомнения, что такие люди способны. Если он не будет, то и на его родителей, на его поколение, на его жизнь ложится вот этот камень проклятия, понимаете? Потому что материнская боль, она страшная вещь. И если мать говорит, проклинает, ничего хорошего не случается. Ко мне приходят люди как раз, у которых дедушки, бабушки, вот что-то натворили, на кого-то написали донос в сталинское время и расстреляли этих людей по их доносам. И вот эта боль матери, проклятие, она ложится вот таким вот гробовым камнем на весь род и на всю семью. И они приходят очищаться от этого, они приходят мириться с той душой, которую обидели. Это на века, на 7 поколений точно, понимаете? А вы наблюдайте за их жизнью. Алкоголизм, неудачи и прочее. Но если вы хотите, чтобы они были наказаны, есть одно но. Не лицемерьте перед миром. Не говорите, я прощаю, Бог судья, ничего страшного. Нет. И не проклинайте так, чтобы прям все увидели вот эту озлобленность. Я хочу, чтобы он был наказан. Пусть он накажется. Все. Вот сколько он мне причинил боли, такую же боль, чтобы ему причинили, чтобы у него такое же было. И вот вы увидите, как быстро он накажется. Сам. С помощью сил мироздания. Вот и все. Теперь есть такой момент состояния аффекта. Я не верила в это. Я думала, что это все фокусы, это все отмазки, это все придумали для того, чтобы преступников оправдать. Ну, вот состояние аффекта было, не понимал, что делал и так далее. Что это, такая уловка адвокатов. До того момента, пока этот аффект не случился у меня. Не хочу сейчас об этом говорить, но я не помню, что случилось вообще. Я не могу вспомнить. Провал в памяти. Я не помню этот момент. Вообще не помню. Такое ощущение, что вместо меня кто-то другой был внутри меня и что-то как-то... то есть это защита была. Оттолкнуть, убежать, уйти. Я имею в виду, что это не удар был или не что-то. Но в любом случае я не помню, как я оказалась дома. Кто меня привел в этот дом. Кто заставил моим ногам бежать. Я не помню ничего. Вот он аффект. Когда ты на краю гибели, либо ты погибнешь, либо ты натворишь что-то такое, что тоже погибнешь. Тюрьма тоже не веселое место. Тебя кто-то хватает, либо кто-то, кто тебя оберегает, он просто овладевает твоим разумом. Наверное, есть определенные моменты, когда им это разрешается. Он овладевает твоим разумом и делает все правильно так, как надо делать, чтобы спастись. Может быть, в этот момент ты не помнишь себя. Если бы были камеры, может быть, я не знаю, эта сила в меня вселилась, может, я так зарычала, что он испугался меня, убежала, я обратно побежала. Не знаю. По всем законам физики я должна была быть мертва. Меня должны были убить в этот момент. Но это просто никакого шанса там не было. А я перед вами разговариваю. Уже много лет прошло, больше 20. Понимаете, вот этот аффект, который существует. Ученые объясняют, что наше подсознание берет в свои руки нас и вот делает все как надо, чтобы спасти. А я считаю, что этому объяснение совершенно иное. Наш дух-хранитель, он просто овладевает нашим разумом и нашему телу просто отключает нашу душу внутри, наше сознание. Знаете, как будто тебе наркоз дают, отключают тебя.
и твоим телом, пользуясь, делают то, что надо, чтобы тебя спасти. Почему? Потому что время не пришло. Если бы время пришло, конечно, он бы отошел в сторону, потому что каждый человек как-то же должен уйти с этого мира. Правильно? Каждый как-то должен умереть, кого-то должны убить, кто-то должен болеть и так далее. Вы бы убили его, потому что это был такой аффект. Уже приближался аффект, вы потом могли бы не помнить. У вас была это настолько боль и обида. У нас папин друг, очень хороший человек, по просьбе своего племянника сел с ним рядом, он был за рулем, и поехал что-то там, какие-то дела решать. Тот был неопытный водитель. И вы знаете, что водитель, естественно, инстинкт самосохранения, это автоматически происходит. Отводит от себя удар. Он отвел от себя удар, и тот погиб. Привезли, похоронили, все. Ну, вот та самая Маруся, ее звали так, Мария, мать, его мать, она знала эту историю. Она первое, что сказала, чтобы этого сопляка здесь не было никогда, его видеть не хочу. Она была зла на него за то, что он его отвез, он не очень хотел, он устал. А из-за него, ну, вы понимаете, внутренняя злость матери. Прошло несколько лет после этого, тот женился, все. И, наверное, 3 года, что ли, с чем-то прошло, или 4. И вот она сидит, в окно смотрит, дети бегают. И спросила, говорит, это чей ребенок этот маленький? Кого-то напоминает, говорит, не могу вспомнить. И ей сказали, что это ребенок вот того, их племянника. У него ребенок родился. Вы знаете, ее парализовало после этих слов. Она после этого лежала и так и умерла. Лежачем состоянии, так и не встала. 5-6 лет, по-моему, она так лежала. Ее парализовало. От осознания того, что мой ребенок в земле, а ты не просто живешь, у тебя еще ребенок есть твой. То есть ты еще ребенка себе родил. То есть ты живешь полноценной жизнью, а моего сына нет. И поэтому вас, конечно, бы никто не осудил. На самом деле не осудили. И, может, все бы стали на вашу сторону, может, и митинги бы провели, чтобы вас выпустили. Но, знаете, от того, что вы сделали бы несчастной еще одну женщину, вам бы легче не стало. Месть, да, месть – это жажда справедливости. Но самый легкий путь отомстить своему врагу – это уничтожить его физически. Не буду называть это слово. Это самая легкая дорога. Знаете почему? Потому что смерть не всегда наказание. Смерть иногда и успокоение, покой. Да, там накажут, но накажут ли настолько, насколько надо? А может, надо, чтобы он жил, долго жил и мучился каждый день, призрак вашего сына, чтобы был перед глазами. Вот это была бы страшная жизнь. Понимаете? А то, что эти волосатые лапы повернули в сторону, естественно, это ваша сила, ваш дух-хранитель. Тем более бабушка ваша чем-то обладала. Вы говорили, что она вам наверняка не один раз помогала, не только вам помогала своими заговорами, настолько сильными, что эти билеты, сложенные другим, дали, а вам дали возможность сдать. Значит, у этой бабушки еще более сильная защита была своих детей и внуков. И вот это некто, просто поняв ваше намерение, повернула в сторону. Повернула в сторону, чтобы вы не могли, вы бы не повернули. Это сейчас всякие ученые, профессора будут придумывать с одного места всякие версии. Это подсознательно. Нет, как раз подсознательно вы уже шли его убивать. И ваше подсознание отключилось, уже и аффект подключился, уже все отключились все чувства и страхи, кроме желания убить. Вы бы его угробили. Поэтому тут говорить, что ваше подсознание вдруг осознало, не, оно настолько уже было одержимо местью, что она бы не очнулась. Это кто-то вас спас, просто повернул в сторону. И этому подонку вот этого страха было достаточно, чтобы почувствовать, каково это, когда тебя убивают. Вот почувствуй
страх и ужас смерти. Ну, как бы, нормально так, нравится. Я надеюсь, вам ответила на ваш вопрос. Побольше узнавайте о потустороннем мире. Говорите со своим сыном, зажигайте свечу дома, дайте ему энергию огня, он будет приходить к вам во снах, разговаривать, успокаивать. Вы почувствуете, что он есть. Он живой, просто без тела. Он существует. Мне когда начинают говорить, вот я не знаю, не хочу жить, я говорю, а хочешь, я тебе скажу, что твой сын хочет, чтобы ты жил. И это не просто мои слова утешающие, что, ну, человек хочет меня успокоить. Нет. Я просто говорю подробности его жизни. Говорю, где его вещи, какие, ну, что там у него дома было, куда надо положить. У них ужас. А как это? Я говорю, ну, когда я вам говорю, что ваш сын говорит, живи, мама. Вы думаете, это я просто от себя придумала? Нет. Если бы я от себя придумала, зачем, ну как я могла бы полностью сказать, что у вас за обстановка дома, какие вещи он любит, какого цвета у него куртка, где он там порвал, гвоздь был или что там случилось, где это случилось. Это же он мне говорит всю информацию о своей жизни. Значит, он стоит рядом, и все, что он скажет, это его слова. Я надеюсь, вы меня поняли. Я желаю всем удачи. Я пойду немного отдохну. Но просто у меня уже накопилось голосовой очень много. Я решила, что надо постепенно их снимать. Хоть физически прям не просто это все успеть, но люди ждут, они отправили вопросы. Постепенно буду снимать. Еще раз вам напомню, что свои мистические истории отправляйте Яне в будние дни до 9 вечера. Пишите: здравствуйте, Яна, вот моя мистическая история. Голосовым. А я, значит, потом озвучу и объясню, как и что. Всего хорошего.